Так, вот я провязал наш первый круг. Вот мы начинали, соединялись по одному столбику, затем раз, два, 3 и 4 я соединялся вот по 2 столбика. Затем вот 4 раза соединились по 2, потом опять 1, опять 1, как здесь в начале. Соединился второй раз одним столбиком, первый раз одним столбиком, второй раз одним столбиком. Ушел, провязал здесь, вот провязал, то есть теперь возвращаюсь. Передо мной 10-е пико, вот здесь наша центральная, и первое пико следующего круга мы сейчас будем вот так соединять 3 столбиками с общей вершиной. 3 накида, 4 накида, 3 накида. То есть вот эти у нас по 3 накида, а вот этот 4 накида. И все эти 3 столбика будут с общей вершиной. Итак, после последней нашей вот этой штуки я также сделал 3 воздушные. Теперь делаем 3 накида на крючок. Раз, два, 3. И в наше 10-е пико нашего первого круга выполняем незавершенный столбик с 3 накидами. Раз, два, 3. Но мы его до конца не провязываем. Теперь делаем 4 накида и выполняем в наше пико перед кругом, который был в арке, 5 воздушных петель. В это пико выполняем незавершенный столбик с 4 накидами. Вот у нас уже 3 петли на крючке. И теперь в первое пико нашего следующего круга выполняем столбик с 3 накидами, также незавершенный. У нас 4 петли на крючке, и все их вместе за один прием закрываем, провязываем. Все, далее у нас все по той же схеме. Раз, два, 3 воздушные. Разворачиваем нашу работу и в нашу вот эту штуку выполняем 3 столбика с одним накидом. Три воздушные, раз, два, 3 и 3 столбика сюда же. Далее 6 воздушных, раз, два, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем работу на лицо. Опять 3 столбика. Три петли, 3 столбика. То есть вот что у нас получается в этом месте. Далее также выполняем 3 воздушные, раз, два, 3. В следующее пико столбик с одним накидом. Раз, два, 3 воздушные, разворачиваемся. Здесь все так же вяжем. Я сейчас покажу до того места, где мы делали в предыдущем ряду 2 воздушные петли. Вот этот раппорт покажу вам, а дальше уже будете вязать самостоятельно. В принципе, я думаю, тут уже все понятно. Ничего сложного. Хотя даже когда я сам первый раз на эту схему взглянул, я на нее очень долго смотрел. Я думал, что никогда в жизни я это не свяжу, но желание ее связать меня пересилило, и когда я уже взялся, ничего тут серьезного нет. Главное начать. Раз, два, 3 воздушные. Вяжу быстро, чтобы быстрее вам показать. По сути, вы тут уже сами все можете. Вот, получается, соединились нашими 3, 4, 3 накидами столбики. Потом соединились
во второе пико нашего этого полукруга, то есть первое пико ушло сюда, второе пико. И наше третье и четвертое пико мы пропускаем. Мы теперь с столбиком с одним накидом будем соединяться вот сюда, в эту арку двух воздушных петель. Так нарисовано по схеме. Не в арке здесь, точнее не в пико соединяться, а в арку. В остальных случаях соединяемся в пико. Итак, вот я провязал нашу штуку, 3 воздушные, накид. Пропускаем третье пико и в арку двух воздушных петель между этими пико, которые мы делали, в нее делаем столбик с одним накидом. То есть только в этом месте у нас вот такое различие. Далее 3 воздушные, разворачиваем вязание и продолжаем также вязать. Три воздушные. В принципе, тут все понятно, что тут показывать. Уже много раз мы эту комбинацию связали. Все. То есть в этом месте только мы. Вот эти два пико мы не трогаем. Вот сюда соединились, все. Далее вернемся, уже соединимся вот в это пико. А потом у нас уже идут вот эти 3 столбика крайние и которые в центре. Здесь мы же уже соединяемся вот нашим вот этим способом. Столбик с 3 вот эти крайние и в центре столбик с 4 накидами. То есть вот наше вот это все вязание. Все, продолжаем таким образом вязать ряд до конца. Итак, я провязал практически 5-й ряд до конца. Вот у меня здесь начало наше. Здесь у меня везде вот я вязал по центру, то есть в нашу арку двух воздушных петель. Везде вот эти два пико я пропускал. Вот здесь в центре также. Все здесь на другой стороне. Вот у меня тоже по краям один раз я соединился. Здесь по 2. 4 пико получается. Опять 2. И все здесь все аналогично. Таким образом я провязал. Теперь здесь в самом конце вот я соединился, столбик с 3 накидами, с 4 и с 3. Сделал 3 воздушные петли. Сейчас мы должны развернуться и сделать вот эту нашу штуку вот сюда в эту арку. И мы одновременно соединимся с первой нашей вот этой группой. Итак, сделали вот эти 3 столбика больших с 3 и с 4 накидами, 3 воздушные петли, разворачиваем как обычно нашу работу и в арку 3 воздушных петель провязываем также 3 столбика с одним накидом. Теперь делаем не 3 воздушные петли, а 1 воздушную петлю. Поворачиваем наше вот это вязание лицевой стороной. И вот наша первая вот эта группа. И вот здесь видна вот эта дырочка, это первая петля, в которой мы провязывали вот эти все 6 столбиков, то есть 3 и 3. В нее мы соединяемся вот так соединительной петлей. Далее 1 воздушная и продолжаем. Опять в эту же арку оставшиеся 3 столбика. То есть вот мы соединились. Теперь, если раньше мы делали 6 воздушных, сейчас делаем 3 воздушные. 1, 2, 3. Разворачиваем на лицо нашу работу. Прошу прощения, не 3 воздушные, а 2. Если раньше делали 6 петель, сейчас делаем 2 воздушные петли, 2 накида на крючок и в третью воздушную, точнее во вторую воздушную петлю подъема в моем случае, у вас может быть это было 3, вот где у нас самые первые 3 столбика, выполняем столбик с 2 накидами. То есть вот у нас получилась такая же арка.
Вместо 6 воздушных петель мы сделали 2 воздушные петли и столбик с 2 накидами в воздушные петли подъема самой первой группы из 3 столбиков. Таким образом, наш 5-й ряд завершен. Итак, приступаем к 6-му ряду. Сразу же в эту же арку, в которой мы сейчас находимся, выполняем столбик без накида. Затем 1 воздушная петля. Это у нас получился столбик с 1 накидом. Я не стал заменять 2 воздушными петлями подъема, сделал столбик без накида и 1 воздушная петля. Соответственно, у нас вот эта высота равна 1 столбику с 1 накидом. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3. И еще 1 столбик с 1 накидом сюда же, в эту же арку. То есть мы провязали 2 столбика с 1 накидом и 3 воздушные петли между ними. Таким образом мы будем вязать в каждую вот такую арку, такую комбинацию из 2 столбиков с 1 накидом и 3 воздушные петли между ними. Теперь 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующую арку выполняем также столбик с 1 накидом, 3 воздушные, столбик с 1 накидом сюда же, в эту же арку. Опять 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. В арку вяжем столбик с 1 накидом, 3 воздушные и столбик с 1 накидом сюда же. Таким образом провязываем вот эту крайнюю нашу часть до вот этой арки, где у нас здесь идет соединение из 3 столбиков. До этого. То есть у нас в сумме должно получиться сейчас 13 вот таких групп. Вот я 3 уже связал, еще 10. Провязываем здесь это место самостоятельно до сюда, где у нас соединение 3 столбиков. И я вернусь, покажу, как мы вяжем дальше. Итак, вот я провязал, вот мое начало было. Провязал наш полукруг. Здесь у меня в каждую арку группы по 2 столбика с 1 накидом, между ними 3 воздушные петли. Между этими группами вот у меня везде здесь по 6 воздушных петель. И всего у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот я связал 13-ю. И у меня в этом месте вот сразу идет наше соединение из 3 столбиков. То есть вот я до этого места довязал. Теперь, если раньше мы делали 3 воздушные петли, 6 воздушных петель, теперь мы будем делать везде по 3 воздушные петли. Опять же, до вот этого места, до того момента, когда у нас начнется закругление. То есть вот я провязал, и сразу вот у меня от этой штуки идет наше соединение 3 столбиков. Теперь, если мы раньше делали 6 петель, я теперь делаю 3. 1, 2, 3. И в следующую арку мы делаем все то же самое. 2 столбика с 1 накидом, 3 воздушные петли между ними. Столбик с накидом, 3 воздушные, столбик с накидом. Теперь опять 3 воздушные вместо 6. И в следующую арку выполняем столбик с 1 накидом. 1, 2, 3 воздушные, столбик с 1 накидом. 3 воздушные и опять. То есть таким образом вот эту нашу прямую часть до закругления мы вяжем таким образом. 2 столбика, 3 воздушные петли между ними в арке. А между этими группами тоже 3 воздушные. Довязываем до закругления. То есть до вот этих 3 столбиков, где у нас соединение было. Провязываем здесь над этими столбиками 2 столбика, 3 петли.
3 петли между ними. И когда у нас уже начинается после закругления, точнее после вот этих столбиков, сюда провязали 2 столбика, 3 петли, и уже между пошло у нас по 6 воздушных петель. То есть вы можете смотреть, как здесь у нас в зеркальном отображении. То есть над столбиками у нас 3 петли, а уже следом на закругление идет 6. Так и тут. Над столбиками у нас будет 3 петли, а дальше уже пойдет по 6. Все. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Если это видео вдохновило вас, было интересным и полезным, я буду очень рад увидеть, что же у вас получилось. Выкладывайте свои работы в Instagram с хэштегом «Вяжу с Дуду». Я этот хэштег просматриваю, лайкаю ваши работы и скриншоты ваших работ буду показывать в конце своих видео.